Сегодня понедельник, 20 часов в Москве. Только что закрытый суд объявил приговор поэту Евгения Берковича и драматургу Светлане Петричук. 6 лет колонии общего режима каждый. 6 лет за пьесу, которая получила награды в России на российских драматургических фестивалях. 6 лет за пьесу «Предупреждение». 6 лет за фантастические стихи Жени Беркович. Это где-то там, не здесь, а там. Это чужое детство там. Это бабе велят раздеться там. И чтобы тебя, блядь, не слышно. Да у нас самих тут сплошной барак. Да у нас наружка. Во всех дворах. И у всех отрыжка. И липкий страх. И как бы чего не вышло. Это стихи Жени Беркович. 6 лет колонии общего режима. За пьесу драматурга Светланы Петричук. 20 часов вечера понедельника сегодня и в Киеве. Как вы видите, я не говорю «добрый вечер». В столице Украины, где продолжают разгребать обрушения, завалы в реанимационном, онкологическом и операционном отделениях детской больницы Ахмат-Дед, куда сегодня прилетел, как утверждает Служба безопасности Украины, российская ракета Х-101. Российское Министерство обороны заявляет, что фотографии детей в крови и убитых врачей – это истерика, цитата. А разрушения в Киеве произошли, цитата, вследствие падения украинской ракеты ПВО. Конец цитаты. Всего по городам Украины, а это кроме Киева, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск, РФ выпустила сегодня 40 ракет. Как минимум 31 человек погибли, больше 60 ранены. Это программа «Полный Альбац» на канале портала The New Times. У микрофона Евгений Альбац. И начинаем нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут влиять на политику ближайших недель и месяцев. Мои ваши гости сегодня профессор Сесиль Весье, историк и политолог из Франции. Сесиль, здравствуйте. Здравствуйте. И известный финансист и экономист Андрей Мовчан, проживающий ныне в Великобритании. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Мы заявляли тему этой передачи «Переделы Европы», имея в виду вчерашние выборы во французский парламент и позавчерашних британский. И там победили левые центристы, хотя во Франции ожидали победы правых движений Мари Ле Пен. Правые получили серьезное количество мест на недавних выборах в Европарламенте, а еще раньше на выборах в Нидерландах, где они только что сформировали кабинет. И мы обязательно об этом говорить будем сегодня. Но я не могу не спросить моих гостей о том, что произошло сегодня в Киеве. И о том, почему Европа, Запад проигрывают войну Путину. Но прежде позвольте, я прочитаю абзац из сегодняшнего поста российского писателя, объявленного российской же властью иноагентом и уголовником Дмитрия Глуховского. Цитата. Государство РФ специально бомбит гражданские цели, детские больницы, чтобы запугать мирное население и принудить украинский народ к давлению на правительство. РФ требует от Украины мира на своих людоедских условиях, потому что не может выиграть эту войну. Нашим государством управляют бандиты, нашей армией командуют военные преступники. Часть нашего народа участвует в военных преступлениях. Другая часть считает, что если начали, надо заканчивать. И заканчивать победу. Потому что проиграть Россия не имеет права. Не дай бог РФ этой победы. Потому что победа в братоубийственной, несправедливой и ничем не спровоцированной войне окончательно превратит Россию в государство, где братоубийство и несправедливость и подлог являются сакральной нормой. И не стоит думать, что украинские дети, спасшиеся после прямых попаданий российских ракет по киевским больницам, где их лечили, когда-либо забудут это нашему государству. Не надо думать, что родители погибших когда-то нам это простят. Не надо думать, что мир, в кавычках, которым Путин пытается принудить украинский народ, будет похож на тот мир, в котором наши народы жили раньше. Мадам Весье, господин Мовчан, вы наблюдали челночную дипломатию премьер-министра Венгрии Орбана, который за 3 дня посетил Киев, Москву и Пекин. Завтра в Вашингтоне начинается саммит НАТО. Новый министр иностранных дел Великобритании заявил о том, что его страна увеличит размер помощи Украине. И все это мы слышим уже 2,5 года.
а Путин продолжает планомерно разрушать инфраструктуру Украины. Ваша реакция? Андрей Мовчан. А, ну, смотрите, Евгения, а какая может быть реакция? А что-то изменилось по сравнению с вчерашним днем или с позавчерашним? Что-то новое произошло, или мы что-то новое узнали? Мне перед эфиром, да, вы задали вопрос, почему Запад проигрывает войну в Украине. Я считаю, что категорически неверная постановка вопроса. Запад никогда не начинал воевать в Украине. Война в Украине – это не первая война, которая происходит на этой планете. Война в Конго унесла, если помните, сколько, 5 миллионов жизней. Да, сколько там детей погибло в Конго, кто-нибудь считал? Войны в Юго-Восточной Азии, войны в Африке, войны в Латинской Америке, диктаторские режимы самого разного уровня чудовищности, самые разные репрессии и так далее. Запад принимает во всем этом участие одним и тем же образом уже достаточно давно. Он сочувствует и помогает, чем может. Украине Запад сочувствует и помогает Украине, чем может. Воевать за Украину он не собирается, не соберется. И вопрос, когда он будет воевать за Украину, совершенно противоестественный. Запад никогда этого не делает. У Запада есть своя территория, своя цивилизация, свои границы, свои обозначенные красные линии, от которых Путин находится не просто далеко, он еще очень аккуратно их соблюдает. А все, что происходит вне этих красных линий, Запад будет оказывать моральную поддержку, где-то материальную, но отнюдь не решающую. В этом смысле множество конференций соберутся, множество решений будет принято, множество денег будет потрачено, их никогда не будет достаточно, они никогда не будут ничего решать, и никогда ничего существенного сделано не будет. Я думаю, что из прошлых подобных конфликтов подобные выводы можно сделать. Более того, когда Запад вмешивался по-другому, когда в силу тех или иных интересов Запада возникало желание или необходимость применить свою собственную военную силу, как вы можете обратить внимание, из этого тоже ничего хорошего не получалось. Ни Вьетнам, ни Ирак, ни Афганистан, ни куча других мест не становились лучше от того, что Запад таки вмешался и кроме сочувствия начал посылать что-то еще. Поэтому я бы вообще не стал ориентироваться на подобные вопросы с точки зрения будущего. Спасибо. Профессор Весье, вы что скажете? Я задала бы вопрос немножко по-другому тоже, потому что, во-первых, то, что произошло в Киеве, то, что произошло в Украине сегодня, это жутко, это просто страшно, нужно это повторять, и действительно никто об этом никогда не забудет, никому не простят, в том числе, значит, все-таки вот те россияне будут как-то считаться ответственными тоже как-то за это. То есть вы обвиняете немножко как-то Запад, и правильно, за то, что мы как-то недостаточно как-то делаем. А мы как-то здесь сидим и говорим, вот, например, я не слышала сегодня, чтобы было вот одно выступление оппозиции в эмиграции, которая сказала бы, что это ужас, мы этого не поддерживаем, мы не поддерживаем и так далее. Это как-то первый... Извините, профессор, я должна вам сказать, что вся моя лента Твиттера – это все лента российской оппозиции. Она вся только об этом Она кошмаре. только об И, этом. и все постят счета, куда переводить деньги на эту больницу, на помощь украинцам и так Я далее. согласна, я это тоже читаю. Но где вы видели, чтобы, скажем так, та оппозиция, это не обвинение, это просто как-то замечание, та оппозиция, которая сейчас в Европе, которая как-то иногда выступает в Европарламенте, она сделала какое-то общее как-то заявление о том, что это не наша Россия, это мы как-то осуждаем. Это первый пункт. Второй пункт. Посмотрите, вот вы говорили об Орбане. Орбан, который действительно как-то президент Венгрии, который действительно как-то был в Москве и сейчас в Китае. Вы, наверное, заметили, что глава Европарламента сказала, что он не представляет Евросоюз. Он туда поехал по своим целям, но его туда не послал Европарламент, его туда не послал Евросоюз, он никого не представляет, кроме себя и Венгрии. То есть что это значит? Это значит, что и в Евросоюзе есть очень разные, скажем так, позиции, в том числе по поводу России, к отношению к России и к отношению к Украине.
Поэтому, скажем так, выборы во Франции тоже как-то очень важны в смысле, что позиция Франции к отношению к Украине будет зависеть и сейчас зависит от того, кто вчера был более или менее как-то избран. И здесь вот это как-то мой третий пункт, что вот вы видите, что в наших обществах, и это то же самое, я не сомневаюсь, в Америке, значит, действительно, есть разные партии, есть разные позиции, что есть, скажем так, причины, скажем так, поддерживать или Россию, или Украину, в том числе страх от атомной бомбы. Вот вы как-то спрашиваете, почему никто как-то ничего не говорит. Ну, потому что это или как-то причина, или, может быть, оправдание, но многие действительно как-то говорят, а что если Путин, который сумасшедший, посылает куда-то или в Украину, или в Польшу, или в Европу атомную бомбу. И плюс есть действительно попытки, скажем так, Кремля, попытки Путина поддерживать какие-то, скажем так, политические течения. И в Евросоюзе он поддерживает Орбана, и в разных странах он поддерживает Марин Ле Пен, и не только Марин Ле Пен, и таким образом влиять и на общество, и на политических деятелей. И поэтому, действительно, Европа как-то смотрит на все это, думает тоже, здесь я согласна с Андреем, что все равно, а что мы можем делать, значит, не все-таки вот поехать на войну, как в Ираке, где это действительно как-то было совсем как-то, где-то был как-то неуспех. Что мы можем делать, и принимая во внимание, что мы не играем по тем же самым правилам, как Путин. И мы смотрим как-то в ужасе то, что происходит сейчас. Спасибо. Мне не хочется уводить программу в разговор о том, что может Запад сделать в Украине. Я думаю, что об этом много раз говорилось. Дать те же самые патриоты, которые защитили бы украинские города, предоставить необходимое оружие, которое нужно Украине для того, чтобы защищаться, и для того, чтобы очистить свою территорию от иностранных войск и так далее. Мы, в общем, довольно хорошо представляем себе, мне кажется, как можно помочь Украине, не вводя туда войска Евросоюза или Соединенных Штатов, как это было во Вьетнаме или в Ираке или в Афганистане. Но давайте мы не будем туда выходить, тем более, что у нас нет украинской и российской стороны здесь в данном случае. И я вернусь все-таки к теме, которую мы обозначили как передел Европы. И должна вам сказать, что вот 3 дня назад я записала себе в сценарный план программы абзац о том, что все-таки есть хорошие новости. Вот в Иране президентом избран прогрессист, во всяком случае так о нем пишут западные СМИ, который пришел на смену палачу, судье, приговорившего к смертной казни через повешение больше 1000 человек. И расплата этого бывшего президента настигла, когда он на вертолете возвращался из Азербайджана в Иран, и этот самый вертолет разбился. Так вот, вдруг в избрании избран или пришел к власти, я не очень понимаю, как там, насколько значит, свободные выборы могут быть в Иране, но тем не менее пришел к власти президент, о котором пишут как о стороннике сотрудничества с Западом. А во Франции в этот момент госпожа Весье ждали второго тура голосования в парламент и ругали президента Макрона, который после европейских выборов неожиданно распустил свой парламент и назначил перевыборы. И в первом туре лидером стали крайне правые Мари Ле Пен. В общем, я видела интервью, которое Мари Ле Пен давала, в частности, той же Кристиане Манпур, давала по-английски, поэтому я могла понимать легко. И она во всем, так сказать, во всем разговоре, в ее словах, в посадке ее в голове и так далее, в улыбке, она выглядела победителем. Вчера, насколько я понимаю, во всяком случае, так Евроньюз передал, она плакала. Я имею в виду Мари Ле Пен. И вот вчера отпустила
Но большинство мест набрал новый Народный фронт, где лидирующая позиция у левых господина Меланшона. Мгм. И сегодня уже англоязычная европейская пресса задается вопросом, а можно ли говорить, что отпустила? Вот хочу спросить вас, профессор Весье, что случилось? Почему правые проиграли, хотя ожидали их победы? И как надо оценивать такую серьезную победу нового Народного фронта левых, в том числе и крайних левых? Спасибо. Во-первых, что произошло? Во-первых, произошла мобилизация общества. То есть уже на первом туре приходили намного больше как-то людей голосовать, чем раньше. На 20% больше, чем на предыдущих как-то выборах. И мы как-то все думали, мы как-то понимали уже как-то на первом туре, мы как-то думали, что это будет менять все результаты опросов, это будет менять все результаты, которые были на европейских выборах. На самом деле это не поменяло эти результаты на европейских голосов. То есть примерно 30% французов дали действительно как-то свой голос национальному объединению. А на втором туре, вот все как-то между турами, очень многие просто испугались. И говорили, что нужно голосовать еще побольше, еще побольше. И люди просто как-то приходили на выборы. Это первый пункт. Это показывает, что когда ты в демократии, значит, если общество решает, что нужно действовать, и когда оно действует, это дает результаты. Первый пункт. Второй пункт, что в течение нескольких дней оппозиция могла делать то, что она не смогла делать до этого. То есть создавать какой-то относительно как-то республиканский фронт, который у нас создается достаточно регулярно. Что такое республиканский фронт? Это значит, что ты голосуешь за, может быть, не за твоего как-то любимого кандидата, но против национального фронта, против национального объединения, потому что они не считаются демократами. И поэтому что произошло? Во-первых, когда остались 3 кандидата, значит, нужно было, чтобы тот самый слабый как-то отошел, чтобы остались только 2 кандидата. И очень часто вот в этом году это был кандидат от партии Марин Ле Пен, и еще один кандидат или от партии Макрона, или от партии левых. И что было как-то заявлено, что вы должны голосовать еще раз против национального объединения. И французы на это пошли. То есть я сама как-то видела вокруг себя, как люди, которые обычно голосуют за левых, голосовали за партию президента. Или наоборот. И это значит, что этот результат, очень удивительный результат, который мы имеем, свидетельствует о том, что многие во Франции не хотят видеть у власти партию Марин Ле Пен, и плюс у него как-то в этой партии есть очень сомнительные личности, очень сомнительные программы. Вы, наверное, знаете, что будут судить еще раз мадам Ле Пен за то, что она якобы как-то украла как-то общественные деньги. Ее будут судить как-то в сентябре. То есть это не та партия, которую очень многие хотят видеть у власти. Это не значит, что вдруг Франция стала поддерживать в том числе Меланшона. То есть с Меланшоном есть вот огромная проблема, и даже люди в его партии признают, что это проблема. Почему Меланшон это проблема? Во-первых, потому что его партия – это только одна часть этой левой группы. То есть в этой левой группе есть, например, социалисты, которые намного как-то более умеренные, которые имеют более или менее те же позиции по поводу Евросоюза, по поводу Украины,
по поводу, скажем так, внешней политики, как у Макрона, более или менее. Есть тоже зеленые, которые немножко как-то более радикальные, но все-таки демократы. Mélenchon – это как-то поэма сама по себе. И сейчас даже его партия сломается, то есть люди уходят от него, потому что все понимают, даже среди левых, что он абсолютно не может, например, стать примером. Это человек, у которого есть вот просто такое прошлое. Он поддерживал Путина очень долго. Он поддерживает Хамас, и вокруг него есть люди, которые поддерживают Хамас. Они раздражали, и правильно раздражали, почти всех евреев Франции из-за того, что они не хотели осудить то, что произошло 7 октября. То есть он абсолютно не является человеком компромисса. И сейчас задается вопрос, значит, кто будет править Францией? Вы слышали, что премьер пошел в отставку, но отставку Макрон не принял. Не принял, потому что действительно сейчас сразу начинаются как-то Олимпийские игры, и ты действительно не хочет, чтобы во главе, скажем так, Министерства внутренних дел был человек, который совсем как-то не готовился к этому. Но Макрон этого знал до этого, да, но это как-то другой пункт. То есть пока остается у власти та же самая команда, и, видимо, она может оставаться еще, скажем так, до сентября или больше, если не хотят. Но если они будут умные, я не уверена, что они будут. Это просто вот тот вопрос, который задается. Люди, которые были избраны депутатами, они будут создавать коалиции, которые как-то способны работать вместе. И тогда это может стать даже как-то интересным, то есть, что власть будет возвращаться именно в парламент, та власть, которая раньше до выборов был у президента. Если они смогут соглашаться между собой, скажем так, социалисты с партией Макрона, демократические правые с партией Макрона, они могут создавать достаточно как-то большую как-то группу центристов, побольше налево, побольше направо, но все-таки как-то в центре, и тогда управлять страной. Если они не могут, потому что у каждого будут свои как-то личные амбиции, свои личные планы, тогда это будет действительно огромный бардак. Это правительство, которое остается, не сможет принимать никаких реформ, будет так работать год, наверное, в контексте достаточно многих забастовок, потому что все-таки как-то люди выражали, да, свою точку зрения о том, что нужно вот менять какие-то вещи. И тогда через год будут еще как-то выборы. И через 3 года еще президентские выборы. И, конечно, значит, партия Марин Ле Пен смотрит именно и думает именно об этих президентских выборах, в надежде, что, наконец, Марин Ле Пен или кто-то другой, например, вот этот Жордан Бенбала, который как-то во главе партии, что... 28 лет ему, да? 28, без высшего образования никогда не работал. То есть это как-то... Ой, а что же он делал до 28 лет? Он был помощником каких-то политических деятелей, и все. То есть он работал помощником в политике. Но настоящая работа, то есть преподавать или как-то работать на каком-то предприятии или в прессе, у него никогда не было. То есть это, и понимаете, на самом деле, почему я это подчеркиваю? Не только потому, что это значит, что это человек, который на самом деле ничего не имеет делать, только, скажем так, прекрасно владеет разными как-то способами коммуникации. Вот это да. Но потому что вы понимаете, что если его поставили во главу партии, это значит, что на самом деле скрываются за ним другие люди, которые будут на самом деле принимать решения.
И об этих людях было написано достаточно много последнее время во французских СМИ, и французские журналисты сделали прекрасные работы именно об этом, чтобы как-то говорить, вот вы думаете, что вы как-то голосуете за молодого парня и так далее, невиновного, и так, новое поколение, а на самом деле это те же самые, которые раньше боролись физически, насильственно, в университетах, которые страшные антисемиты, хотя они это скрывают сейчас, которые организуют антисемитские как-то праздники до сих пор. То есть, понимаете, и об этом было как-то много написано, и это тоже, мне кажется, пугало все-таки достаточно как-то много французов, которые понимали, что мы как-то не очень знаем, кто этот человек. Такой политический жиголо. Но тогда почему в первом туре такая оглушительная победа? Причем это было сразу после очень сильного выступления правых, крайне правых на выборах в Европарламенте. И одни эксперты говорили, что обычно национальные выборы не следуют за трендом на Европарламент, а другие, наоборот, утверждали, что Мари Ле Пен не первый раз уже пытается занять лидирующие позиции во французской власти. И вот, наконец, война в Украине, иммиграция, большие расходы бюджета на помощь той же Украине, на войну и так далее, все это позволило ей, наконец, выиграть. И Да. было полное убеждение, что она побеждает. И вдруг вчера такой облом. Да. Вы знаете, здесь как-то играет роль, как мне кажется, огромная как-то нерациональность избирателей. Может быть, это всегда есть в какой-то мере, но здесь это было просто как-то огромно. То, что я имею в виду, когда вы смотрите экономические результаты Франции, когда вы смотрите даже социальную политику Франции, есть действительно очень хорошие результаты. Мы держимся, значит, безработица как-то упала до самого как-то низкого уровня. Были очень много споров по поводу реформы пенсий, но она была необходима, и она как-то проходится во всех странах, в том числе как-то в России, потому что мы живем дольше и так далее. То есть если рационально все это как-то обсуждать, значит, у Макрона действительно есть хорошие результаты. Я не соглашаюсь со всем, но есть есть очень хорошие результаты. Он очень много как-то помог людям во время ковида. Правительство дало стипендии тем, которые не могли работать и так далее. То есть очень много положительного было сделано. Но Макрон абсолютно не умеет разговаривать с народом, с обществом, даже как-то с парламентом. И тот факт, что, например, вот люди пугаются, потому что им говорят, вот вы должны как-то работать дольше. И многие из них просто как-то не хотят. Надо было как-то их убеждать, надо было им объяснить. Макрон этого абсолютно не сделал. Он принимает, и это было видно тоже, когда он распустил ассамблею, то есть он принимает свои решения сам, он думает, что он все знает. Это то же самое по поводу Путина, когда мы все как-то кричали, что, значит, это не поможет вот, поехать в Москву и разговаривать с Путиным, потому что Путин будет просто врать как можно, сколько можно, и, значит, не Макрон сможет его переубеждать, а Макрон все-таки как-то был уверен, что он сможет убеждать Путина в том, что вот нужно как-то улучшить отношения с Западом, и с Украиной и так далее. То есть это человек, который никогда никого не слушает. И или ты это принимаешь достаточно, типа, равнодушно, типа вот мы посмотрим результаты, или многим просто надоело. И многим, достаточно, скажем так, простым французам, которые живут как-то не очень богато, которые действительно видят, что, например, цены на электричество, цены на какие-то продукты растут,
они стали просто вот лютно ненавидеть Макрона. И здесь это нерационально, но это играло огромную роль. Плюс, плюс мы видим, и вы это видите в Америке тоже, и это тоже будет играть огромную роль в Америке на выборах, что развиваются всякие, скажем так, теории заговора, всякие страшные сплетни. Например, вот вы помните, когда Обама был президентом, и они стали развивать слухи о том, что его жена – это мужчина. И потом, когда, вы не помните, это до сих Я пор. была в России, я А, уехала уже из России только в конце августа 22 года. но это до сих пор, значит, эти слухи, они до сих пор идут. И когда, как ее Клинтон представила свою кандидатуру, там были эти страшные слухи о том, что есть сеть педофилов, и что они как-то... Это была вот сеть педофилов, связана с каким-то рестораном, где продают пиццы. Так, то есть абсолютный бред, и мы видим те же самые слухи во Франции о том, что жена Макрона это тоже как-то мужчина, и там вот всякие как-то сумасшедшие как-то варианты о том, что на самом деле это отец Макрона. Понимаете, то есть все эти, весь этот бред, это, с одной стороны, развлекает людей, которые вначале этого как-то не принимают очень серьезно, и потом это создает такую, скажем так, атмосферу, где никто не чувствует себя как-то в безопасности, где никто никого не уважает, потому что тебе кажется, что даже вот самые базовые факты о том, что у Макрона есть жена, но оказывается, что вот все эти факты уже как-то люди перестали, ну, часть людей, не все, но часть людей перестали принимать серьезно, перестали верить к этому. И на самом деле это такого, мне кажется, не было в 20 веке, что даже факты исчезли, и царит какая-то нерациональность о том, что вот ковид был придуман кем-то и так далее. И вы прекрасно знаете, что Россия тоже играет не последнюю роль. И Россия, и Китай в ТикТоке Да, используют абсолютно. соцсети для того, чтобы Да, распускать различные конспирологические теории. Да. да. И это создает тоже вот эту обстановку, где люди думают, вот Макрона мы ненавидим, а зато я это слышу вот у своих студентов, молодых людей уже как-то 10 лет, поэтому это меня не совсем как-то удивило. Мы как-то пробовали левых политиков, мы пробовали правых политиков. Давайте мы сейчас будем пробовать других, то есть Марин Ле Пен, как будто это игра. И это дошло до того, ну, до результатов первого тура. Спасибо. Мы еще, профессор Василий, мы обязательно еще вернемся к вопросу выборов во Франции. Сейчас я хотела бы спросить Андрея Мовчан. Андрей, вы живете в Великобритании. Вот у вас после 14 лет властвования консерваторов, то есть партии Тори, или, как написал журнал Economist, после торжества хаоса, созданного консерваторами, цитата из значит, из вводной колонки главного редактора «Экономиста». Так вот, совершенно оглушительную победу одержали левые центристы, лейбористы, и премьер-министром стал бывший прокурор сэр Кир Стармер. Как вы оцениваете это выборы, учитывая, что вы финансист, как правило, люди вашей профессии поддерживают консерваторов? Правило, безусловно. Спасибо. Смотрите, какая проблема с политической точки зрения у Великобритании была в последние годы. Это не только британская проблема, кстати. То же самое можно атрибутировать и Франции, и очень многим другим странам. От состязания идей с целью привлечь избирателей партии центристского толка в Европе, и не только в Европе, а во многих развитых странах, перешли к состязанию за избирателей без идей.
В этом смысле Тори и лейбористы в последние 15 лет в Великобритании не сгенерировали идей, сильно различающихся друг с другом. Да, там, идея альтернативной энергетики, которую сейчас выдвигают лейбористы, вполне могла быть сгенерирована консерваторами. Да, там, так сказать, идея реформирования бюджета, которую выдвигали консерваторы, вполне могла быть структурирована лейбористами. Да, они потеряли между собой всякую разницу, потому что они стали пытаться выдвигать не те идеи, которые они развивают, и привлекать к этим идеям избирателей, а пытаться генерировать идеи под избирателя, чтобы максимальному количеству избирателей понравиться. В этом смысле они абсолютно потеряли между собой какое бы то ни было серьезное различие, и борьба между ними свелась к тому, чтобы обвинять друг друга в том, что, так сказать, вы ничего не сможете, нет, вы ничего не сможете, вы ничего не смогли сделать, пока были у власти, а у вас нет программы для того, чтобы что-то изменить. И фактически решение, кто будет править сейчас, принималось не избирателями, которые голосовали, и не конкуренцией программ, а вопросом консолидации сил. Тори оказались после раскола с партией реформ, после того, как ушел Фарадж, после того, как Тори не смогли объединить в себе внутри связанную конструкцию правых, Тори оказались расколотыми фактически на две части. Лейбористы остались не расколотыми, и поскольку выборы проходят в Англии по округам и в один тур, то фактически игра шла в основном между тремя кандидатами, двумя от правых и одним от левых. Левые консолидированно голосовали, несмотря на то, что левые получили всего около трети голосов, всего около трети, а правые больше половины голосов в сумме. Так устроен парламент британский, что левые займут практически все ведущие места и сильно больше 50% в парламенте. Это вопрос о том, как устроена избирательная система. Во Франции она устроена абсолютно по-другому. И ровно поэтому во Франции получился другой результат, потому что во Франции два тура, и перед вторым туром непримиримые противники, правые популисты и левые радикалы, смогли договориться для того, чтобы правых радикалов не пустить к власти. В Британии договариваться было некогда, тур один, и в результате мы имеем то, что мы имеем, но главный, мне кажется, вывод, который из этого можно сделать, состоит в том, что никто сейчас в Британии внятно не может объяснить, а что же поменяется. Вот пришли к власти лейбористы, во многом они уже подтвердили свою приверженность той политике, которой консерваторы реально придерживались. У лейбористов есть несколько красивых, малореалистичных экономических и ни одной политической идеи, и на этом все. Кир Стармер интересный человек, последовательно интересный, крупный, яркий, но я не понимаю, как изменится ситуация в Британии, как она станет лучше, я точно не понимаю. Я очень много здесь говорил с достаточно крупными и бизнесменами, и общественными деятелями, и академией, и все говорят одно и то же. Мы не понимаем, как изменится ситуация. Ситуация тяжелая, ситуация плохая, дефицит бюджета большой, количество рабочих мест сокращается, экономика Великобритании слабая, инвестиционная позиция резко отрицательная, минус триллион фактически фунтов у Британии. Налоги повышать реально дальше некуда, это убивает экономическую активность. И ни одного ответа на вопрос нет по очень простой причине. Потому что политика крупнейших доминирующих партий свелась не к тому, чтобы генерировать программу и убеждать избирателей, а в том, чтобы пытаться найти, что избирателям понравится, и бить в одну и ту же точку всем. Избирателям понятно, что нравится. Избирателям нравится здесь и сейчас, чтобы им было лучше. Здесь и сейчас лучше никому не бывает, поэтому надо продавать какую-то иллюзию. И это то, чем политики в последнее время занимались, продавали иллюзию. Увы, вот ситуация такая, мы не понимаем, что изменится, и, скорее всего, не изменится особо ничего. Похоже, что ближайшие 5 лет будут потерянным пятилетием для Британии. Ну, а дальше, естественно, надо будет посмотреть, потому что мы не знаем, как будут развиваться события. Мгм. Андрей, Стармер сразу заявил, что Великобритания не вернется в Евросоюз. Я напомню нашим слушателям, что именно консерваторы Тори значит, всячески продвигали идею, ну, определенная часть Тори, определенная часть консерваторов продвигали идею выхода Великобритании из Евросоюза, так называемый Брексит. Тот же самый Джонсон, который был премьер-министром Великобритании. И в результате наиболее консервативная часть британского общества поддержала идею Брексита.
лейбористы были против, значит, центристы в Торе тоже были против, но тем не менее случилось то, что случилось. Так вот, Стармер заявил, что Великобритания не вернется в Евросоюз. Тем не менее, идет разговор о партнерстве в сфере безопасности между Великобританией и Евросоюзом. Российский предприниматель, известный российский предприниматель Евгений Чичваркин, у которого есть бизнес в Великобритании, он всячески славит Брексит и говорит, что это было абсолютно замечательное решение для Великобритании. А вы как считаете? Ну, если можно, я просто два слова скажу про контекст. Все-таки контекст был, конечно, не такой. Да? Инициация Брексита действительно осуществлялась радикальными консерваторами, но, как показали итоги голосования, поддерживали Брексит далеко не только консерваторы и не столько консерваторы. В самых разных партиях Брексит действительно был поддержан. 53 практически процента проголосовало за выход из Евросоюза. И несмотря на невероятный объем пропаганды и, между нами говоря, вранья с обоих сторон по поводу Брексита, тем не менее у сторонников Брексита был набор весьма ощутимых аргументов. И первый результат Брексита, который все видели своими глазами, это возможность вакцинировать людей в Британии, которая появилась значительно раньше, чем в Европе, во время ковида. И это уже не спишешь со счетов, и сколько сотен тысяч человек было спасено таким образом, никто никогда не узнает, но я думаю, что эта цифра едва ли не миллионы людей. Вот. Поэтому Брексит это как бы не только плохо, это не как бы не только, так сказать, отдаление от Евросоюза, это еще и некоторые выгодные стороны. И когда консерваторы говорили про Брексит, и когда апологеты Брексита агитировали за Брексит, они совершенно справедливо отмечали, что Великобритания сама по себе, не связанная бюрократией Европы, сможет добиться очень больших результатов. И, возможно, это было правдой. Сказать, было это правдой или нет, нельзя, просто потому, что консерваторы после Брексита за 8 лет, прошедших с голосования, не реализовали ни одного потенциального преимущества, которое Брексит им давал. Ну, кроме, пожалуй, вакцинации. Ни снижения налогов, ни упрощения регулирования, ни построения других экономических отношений, в том числе со Штатами, ни выстраивания своей внятной экономической политики и инвестиционной политики, ни конкурентоспособных предложений для европейского бизнеса. Ничего не произошло, ничего не родилось вообще. В этом смысле говорить о том, хорош или плох Брексит, совершенно бессмысленно, потому что он лежит и никто им не пользуется. Он абсолютно в этом смысле useless, да, он может быть очень хорош. И лейбористы не похожи на партию, которая по своей логике и конструкции сможет Брексит с земли поднять, очистить и заставить его работать. Лейбористы, конечно, как, кстати, партия, вышедшая из профсоюзов, вряд ли будут сильно снижать налоги, вряд ли будут сильно снижать регулирование, вряд ли они будут пытаться как-то построить новую экономику для Британии. Вот, поэтому, наверное, да, надо сказать, что Брексит – это большая упущенная возможность. Я с Евгением согласен теоретически, в том смысле, что Брексит был большой возможностью для Британии избавиться от депрессивной экономической конструкции Европейского Союза, начать развиваться. Но одновременно, еще раз хочу повторить, к сожалению, эта возможность сегодня совершенно не использована. Спасибо. Победа Кира, победа Стармера, значит, наблюдателями как в Великобритании, так и в Евросоюзе оценивается в двух плоскостях. Во-первых, ему, как пишут, удалось спасти лейбористскую партию от захвата его антисемитами и левыми радикалами Корбина. И это была непростая история, и он сумел это сделать. Второе, говорят о том, что он одержал совершенно оглушительную победу. Тори давно так не проигрывали, так оглушительно не проигрывали. Да? Вот ваше объяснение, тем не менее, почему последний премьер консерваторов Сунак был, так сказать, человек, у которого была очень хорошая пресса в Великобритании, первый выходец из Пакистана, который стал премьер-министром, сам человек очень состоятельный, то есть вот эта идея, что он сделал себя богатым, сделает богатыми других, она как-то тоже не приглянулась гражданам Великобритании. Вот все-таки чем вы объясняете такую массовую поддержку
Стармера со стороны избирателей. Ну, смотрите, во-первых, я, наверное, нечетко рассказал про то, что произошло на выборах. Тори впервые за последние десятилетия так проиграли парламент, но Тори впервые за последние десятилетия выступают вместе с еще другой правой партией, которая получила значимое количество голосов. И в этом смысле поправление в Британии, поправление, безусловно, есть, потому что большое количество людей просто устало от левой квазисоциалистической политики современного мира. Это поправление сыграло злую шутку с консерваторами, потому что голоса этих людей ушли дальше направо от партии правых популистов, которыми Тори сейчас являются, и не дали им возможности получить значимое представительство в парламенте. Нет ситуации, при которой лейбористы и Стармер одержали оглушительную победу с точки зрения голосов. Да, благодаря системе избирательной они сейчас будут в парламенте присутствовать в таком значительном мажорите, но за них проголосовало около четверти избирателей. Да, это Нас интересует да, результат. Как устроена парламентская система? Сравнить ее с Францией, Андрей, невозможно, потому что во Франции просто принципиально другая система власти. Разумеется, это ровно то, Там, что я сказал. Но да. результат в данном случае является не продуктом того, что люди поверили Стармеру, и вся Англия за ним пошла. Этот результат является продуктом системы. Правильно, но это в Англии, Великобритании так было с испокон веков. И интересен только то количество мест, которые та или иная партия получает в парламенте. Все остальное совершенно нерелевантно. Что об этом говорить? Ну, конечно, нерелевантно. Вас же интересует причина. Я же говорю про причины. Вот. Конечно. Есть две причины, да, есть три на самом деле причины. Но первые две связаны первая с тем, что на правом фланге появилась вторая значимая партия, и ее не было в конце 20 века. И вторая причина связана с самой конструкцией выбора. Третья причина – это то, что люди не мыслят категориями, сколько денег у Сунака, является ли он пакистанцем и какая у него пресса. Они смотрят на свою повседневную жизнь, и они видят, что жизнь ухудшается. И как правильно говорил коллега, да, здесь, когда жизнь ухудшается, люди хотят перемен. И когда у тебя есть бинарная возможность этих перемен достичь, вот у тебя были правые, да, теперь, значит, я хочу перемен. За кого я голосую? Я голосую за левых. Люди не очень сильно разбираются, кто из них правый, кто левый, что значит правый, что значит левый. Но эти у власти были долго, жизнь моя от этого ухудшилась. Я хочу теперь попробовать другого. Этот второй аргумент действует здесь абсолютно так же, как он действует во Франции. И это третья, но только третья, не первая и не вторая причина того, что лейбористы сейчас будут управлять Великобританией. Спасибо. Профессор Весье, на прошлой неделе в Европарламенте была образована по инициативе того же Орбана группа «Патриоты Европы». К группе присоединились силы крайне правого толка. Это и Датская народная партия, и фламандская националистическая партия Vlaams Belang, если я правильно это произношу, из Бельгии, голландская партия свободы Герта Вилдерса, испанская Vox, португальская партия Чега. Скорее всего, как об этом писали французские СМИ, присоединится к этой группе «Патриоты Европы» и национальное объединение Мари Ле Пен. И еще говорят, что и остатки крайней правой фракции идентичности и демократии. И таким образом это позволит этой группе «Патриоты Европы» стать третьей по численности силой в законодательном собрании Европейского Союза. Что это значит? Насколько это принципиально? Почему они себя называют патриотами? Ну вот, например, Мари Ле Пен в интервью Кристиане Манпур говорила о том, что они отстаивают, что правые отстаивают идеи, так сказать, вот национального государства, то есть вот Евросоюз, но при этом должны сохраняться идентичность национальных государств. Короче, вот как вы относитесь к этому образованию в Европарламенте? Вы знаете то, что интересно? Значит, было заявлено во Франции сегодня утром о том, что национальное объединение войдет в эту группу. То есть они, когда я говорю, что они как-то скрывают свое как-то настоящее лицо, они это скрывали до того, как прошли как-то выборы. И говорили о том, что нет, они вот все-таки вот нормальные демократы за Европу и так далее. И на самом деле они вошли в эту группу.
И это логично, потому что они действительно как-то разделяют очень как-то многими как-то позициями между собой. А, Но, скажем так, то, что мне больше всего интересно, это что мы знаем, что в Венгрии есть огромная коррупция, что, скажем так, ученые венгерские вам объясняют, скажем так, силу а, главы страны тем, что он получает ну, например, знаете, вот один как-то маленький пример. В Будапеште был замечательный университет, Европейский университет, абсолютно замечательный, за который платил, как его, Джордж Сорос. Сорос. Финансировал его Джордж Сорос, да. И это было, я там была вот несколько раз, там замечательная как-то библиотека и так далее. И они заявили о том уже несколько лет назад, что, то есть Орбан, что такой университет им не нужен, и что зато они будут приглашать китайский университет. Китайский университет якобы придет со своими преподавателями. И действительно сейчас этот бывший Будапештский европейский университет находится в Вене. То есть, почему как-то принимать китайцев? И мне объяснили вот ученые там венгерские о том, что это потому, что он получает действительно как-то взятки. Они как-то сравнивали с Россией, и что Китаю интересно, скажем так, посылать своих как-то преподавателей и платить за то, скажем так, за дороги Венгрии. То есть это там идет огромная коррупция, и создаются эти группы тоже, чтобы как-то влиять на на решения Евросоюза. И мы видели, например, как ваш Банон, да, вот друг этого, я просто забываю фамилию. Вы имеете в виду Стив Беннон, только он не Стив мой. Я Баннон. вам, госпожа Мси, позвольте, я вам скажу, я гражданка России. Да, я У знаю, меня нету никакого я гражданства знаю, но ваши мысли на Америки. Просто я нахожусь в Соединенных Штатах в силу того, что здесь у меня есть работа. Нигде больше у меня работы нет. я знаю, это немножко как-то шутка такая. Скажем так, американский Баннон, который, если я не ошибаюсь, сейчас находится в тюрьме. Стив Беннон, да, да, который был политтехнологом Трампа. да. И он пытался создавать вот уже тогда в Италии эту группу ультра-ультраправых. И купил вот какой-то дворец, где они должны были как-то встретиться и так далее. В конце концов, ему не удалось. А зато мы читали, кстати, если я не ошибаюсь, Вашингтон-Пост о том, что один из французов, который помог Марин Ле Пен получить деньги от Кремля, Шафхаузер, который живет во Франции, который был бывший евродепутат, он пытается развивать вот именно эти связи между ультраправыми, которые говорят о том, что они являются патриотами. Вы так же, как я, понимаете, что любой человек говорит, что он патриот, что на самом деле это ничего не значит. О том, патриот любит свою страну, ладно, а кто его как-то не любит. С другой стороны, когда Марин Ле Пен говорит, мы хотим сохранить идентичность страны, а кто не хочет? Простите меня, кто хочет, чтобы Франция стала другой? Но кто принял денег от Кремля? Это не, скажем так, другие партии. То есть это, скорее всего, вопрос влияния Евросоюза. Это якобы консервативные идеи, консервативные ценности, но по фактам это не так, потому что когда ты знаешь о жизни этих людей, на самом деле у них, может быть, есть консервативные ценности, но в практике нету. И это желание действительно влиять, и это было написано в документах, которые были опубликованы в Вашингтон-Посте, влиять на Евросоюзе и уменьшать вес и возможности Евросоюза. И это, конечно, важно сейчас в положении, когда и Китай, и Россия, и, с другой стороны, США
пытаются, скажем так, решать по-своему какие-то проблемы. Спасибо. Ну, вы знаете, я бы не стала, честно говоря, мне кажется, это некоторое упрощение переводить все стрелки на Путина на русские деньги. Потому что очевидно совершенно, что в Европе идет популистская волна. И Да, были ожидания, вот об этом много писала Энна Пелебаум в The Atlantic, да, были ожидания, что эта популистская волна захлестнет Европу. И, собственно, выборы в Европарламент и победа популистов, их можно называть крайне право, а можно называть популистов, в Нидерландах, казалось бы, вот об этом тоже свидетельствовали. И если мы посмотрим на политику Орбана, а Венгрия впервые в прошлом году была обозначена как страна частично свободная, Freedom Forum ее определил как которая мониторинговая организация, которая следит за развитием, за состоянием свобод, гражданских свобод и политических свобод по всему миру, определила Венгрию как частично свободную страну. И мы видим, что Орбан, так же, как это делали до этого Качинский в Польше, значит, вносил изменения прежде всего в законодательство, касающееся судей, менял судей и так далее. Там идут очень много, так сказать, похожих процессов, которые характеризуют популистскую политику. Но, опять же, и поэтому ожидания, что популизм, правый популизм возьмет верх во Франции, были совершенно оправданные. да. И в этом смысле, понимаете, оказывается, что ничего подобного. Несмотря на все страхи, растут цены на энергетику. А растут цены на энергетику прежде всего, так я понимаю, из-за сокращения поставок российского газа в Европу и российской нефти. И тем не менее, ни в Великобритании, ни во Франции популистская волна не сработала. Вот, Андрей Мовчан, что вы думаете по этому поводу? Почему? Ой, я вообще бы не стал бы так упрощать вопросы, разными терминами заменять друг друга, да, там крайне правые популисты, а центристы не популисты в данном случае, да, вся эта, так сказать, игра. Не, есть, это, знаете, в политической Да. науке есть довольно четкое определение, что такое популизм. Центристы не популисты, Фарадж, конечно, безусловно, популист, Орбан популист, партия Мари Ле Пен популисты, так что Трамп популист. Поэтому это довольно четко все определено в политической науке, тут можно не выдумывать. Тем не менее, мы видим, что, казалось бы, люди должны были бы сказать, как у меня выросли эти счета за энергетику. У меня есть друзья в Великобритании, и они рассказывают, что это просто непереносимо, насколько дороже стало жить, платить за отопление, за горячую воду, особенно тем, у кого свои дома. Да? И тем не менее, и можно было бы ожидать, что люди скажут, нафиг, все эти, значит, лейбористы, я хочу, чтобы убрали иммигрантов, выкинули всех жидов и снизили цены на газ и электричество. Но это не произошло. Ну, вот, вы знаете, я выскажу свое субъективное мнение. Да, я, наверное, не так хорошо разбираюсь в терминах, хотя все-таки, что такое популизм, я знаю. И, конечно, использование термина популист как ругательство по отношению к партии, которая вам не нравится, оно не очень правомерно. Да, в этом смысле центр в Европе, к сожалению, уже давно популистский, ровно потому, что он исполняет настоящую функцию популистов. Он пытается сделать то, что люди хотят услышать, вместо того, чтобы делать нам. Вот. А что касается Великобритании, то лейбористы как раз ответ на вопрос, что происходит с ценами. Лейбористы хотят новой энергетики, лейбористы хотят новых рабочих мест, лейбористы предлагают, как это сделать. Я не верю в их предложение с точки зрения их viability, с точки зрения возможностей. В этом смысле это предложение очень популистское. Но народ как раз за них проголосовал, в том числе и в этом смысле, потому что они хотят этой энергетики, хотят дешевых энергоносителей, хотят 500 тысяч рабочих мест в области новой энергетики в стране. При этом в стране не хватает людей в STEM, да, в инженерных специальностях, в производстве. Поэтому против мигрантов особенно никто выступать не будет. Мигрантов основная масса избирателей не очень-то и видят, да, они сосредоточиваются либо вообще непонятно где, либо в Лондоне. Да, лондонцы не делают погоды в данном случае. Поэтому, если можно говорить о популистском голосовании, то оно за лейбористов и пошло. А за кого? Да, за Фараджа.
Фараж не предлагает ничего популистского как раз. Фараж не предлагает золотых гор, он не предлагает, как всем раздать по рабочим местам, он не предлагает повысить налоги на злобных учащихся частных школ и за счет этого финансировать школы бесплатные, да, как это предлагают лейбористы. То есть в этом смысле все абсолютно логично. Средний британец, который хочет больше не делая, лучше жить, будет голосовать, конечно, за лейбористов. Мгм. Понятно. Что вы скажете, профессор? Вы знаете, во-первых, это не потому, что ультраправые популисты как-то не прошли в этом году, что они не пройдут через год или через 3 года на президентских выборах. Это действительно волна. Я с вами как-то согласна в том, что нельзя сказать, что во всем как-то виноваты и Кремль, и Китай, хотя они имеют тоже, скажем так, свою долю ответственности. Есть вот такие внутренние процессы в наших обществах, и действительно идет вот эта волна популистов. Здесь, понимаете, вот, например, то, что меня как-то поразило, что вокруг меня, скажем так, в моей среде, очень многие как-то говорили, что, ну, как это может быть, что у нас 10 или 12 миллионов фашистов. И они использовали вот именно вот это слово «фашисты». Здесь, мне кажется, что здесь нужно как-то посерьезнее как-то относиться и к людям, и к идеям. В смысле, что люди, которые голосовали за партию Марин Ле Пен, это не фашисты. Может быть, есть какой-то процент, да, фашистов, но маленький процент, те, которые были готовы вот вчера бороться на улицах и создавать беспорядки. Это, скорее всего, люди, которые, вот мы уже как-то говорили об этом, страдают от экономической ситуации и не обязательно понимают, скажем так, что такое глобализация, что им дает, скажем так, членство в Евросоюзе. Вот человек, ну вы это знаете, потому что в России это, конечно, по-другому, но это тоже есть. Значит, те люди, которые, скажем так, мало путешествуют за границей. Уровень жизни, конечно, намного лучше во Франции, чем в России, но все-таки есть люди, которые не путешествуют, которые не говорят на разных языках, которые как-то смотрят только что у них не только что то, что в стране как-то происходит. Это не значит, что они фашисты, это не значит, что они плохие. А если, скажем так, мы интеллектуалы, художники, ученые, политические деятели, презираем этих людей и говорим, что они фашистки, тогда мы сделаем ту же самую ошибку, которую сделал Макрон. В Le Monde, в газете Le Monde, была, по-моему, прекрасная, но даже не как-то статья, а просто вот точка зрения одного журналиста, и он говорил, понимаете, например, во Франции, если ты смотришь кино или ты смотришь то, что делают фотографии, художники, они никогда не показывают эту часть общества, которая голосует за Марин Ле Пен. В отличие, например, как мне кажется, от Великобритании, где есть режиссеры, которые действительно показывают, и фотографии, которые показывают эту часть. То есть эта часть общества, она у нее, понимаете, как немножко в России, когда есть как будто вот московские либералы и как будто вот ватники. И если это доходит до такого уровня для меня как-то презрения, это значит, что уже ты не можешь как-то работать одним обществом. И здесь то, что можно делать, то, что нужно делать, то, что, простите за тоже как-то за, может быть, упрощение, то, что Навальный пытался делать в России, это соединять вот эти разные группы. И мне кажется, что нельзя подождать следующие как-то выборы через год или через 3 года, говоря, что ой, у нас, вокруг нас есть вот 12 миллионов фашистов, нужно работать с этими людьми, нужно говорить с ними, нужно понимать, что у них есть своя логика, что, например, когда были эти демонстрации желтых жилетов, да,
были манипуляции разными партиями, разными странами, но в основе это было выражение этих экономических проблем, которые действительно существуют, которые действительно есть в нашем обществе. И ты не можешь говорить людям просто как-то возвращайтесь домой, и мы не хотим этого слышать. То есть, если, может быть, именно вот поэтому партия Марин Ле Пен не прошла, что все-таки были вот какие-то связи достаточно сильнее в обществе, но нельзя забывать, что они получили намного больше мест в Национальной ассамблее, чем когда-нибудь у них в жизни, то есть у них сейчас как-то 80 что-то у себя, значит, потом есть другие правые партии, но у них есть 80 чем-то. И за 5 лет или что-то такое у них было вот 7 человек. То есть это все-таки для них какой-то успех. И если мы не хотим, чтобы они действительно как-то имели огромное большинство через 3 года, нужно уже сразу развивать связи, диалог в обществе и пытаться решать не только вот наши как-то проблемы, а тоже как-то проблемы тех, которые, например, живут в деревне, и действительно, которым нужны машины, и которые не принимают, скажем так, аргументы зеленых, которые говорят, что нельзя иметь машину, потому что, значит, это плохо для экологии. Это плохо для экологии, но для тех, которые живут не в городах, это необходимо. То есть это то, что это труд, это то, что всем нужно делать на своем уровне, и политикам, и, как мне кажется, вот преподавателям, ученым и так далее. Два коротких, если можно, вопроса. Сесиль, а вот как что известно, как голосовали желтые жилеты? Или там не было единого какого-то голосования? Или нельзя это определить? Против Макрона. Против Макрона. За левых. За Нет, новый народный фронт. Нет. Скорее всего, то есть я не видела никакого опроса, но скорее всего они голосовали за Марин Ле Пен, и часть из них голосовала за Меланшона. Угу. Но главная причина это потому, что Макрон ничего не сделал для нас. И мы его ненавидим. И на самом деле он сделал какие-то вещи, чтобы как-то повысить уровень жизни. Но это чувствовалось очень как-то сильно, он их презирал. Он их презирал, он не как-то вступил в диалог, и поэтому плюс, вот все-таки я как-то всегда к этому возвращаюсь, но тогда Russia Today, тот канал, который был у нас, абсолютно, значит, все сделал, чтобы развивать вот этот конфликт, и на самом деле говорили, скорее всего, о желтых жилетах, а не о положении во Франции или о положении в России. И они проголосовали против Макрона. Это абсолютно. И понимаете, в чем проблема? Вот когда, скажем так, Макрон сказал своему премьеру, что вот чтобы как-то премьер поддержал правительством, как я сказала, я это понимаю прагматически, но с другой стороны, для этих людей, которые хотели перемен, как они это примут? Они это примут, типа вот, а мы проголосовали против, а потом, значит, может быть, мы как-то согласились на что-то, а все-таки все продолжается, как до выборов. И это очень плохо. А вы думаете, Макрон, формируя новое правительство, я не знаю, после сентября, как вы сказали, что старое правительство сейчас останется, Макрон отказался принять отставку премьер-министра, что делается традиционно в такого форме. В России же списана была Конституция не последняя, 93-го года с Конституцией Пятой Французской Республики, поэтому нам-то очень хорошо эта система власти известна. Так вот, вы думаете, Макрон
ведет кого-то от правых Ле Пен в кабинет? Или они останутся только в национальном собрании? М-м-м. Мне кажется, что нет. Но трудно сказать. Знаете, почему трудно сказать? Потому что я никогда не сказала бы, что он распустит ассамблею после европейских выборов. То есть он очень любит иногда принимать такие абсолютно неожиданные шаги. Но это был такой гэмбл. Да, И как раз вот спорили, что кто-то говорил, что он да. сыграл и проиграл, а кто-то, наоборот, говорят, что Нет, он проиграл. убедились в том, что он проиграл. Он проиграл, он буквально проиграл. У него не то большинство, ну, раньше у него не было как-то абсолютного как-то большинства, но все-таки у него было намного больше депутатов, чем сейчас. То есть, действительно, он проиграл, ему будет намного труднее сейчас. Но он очень любит действительно просто как-то пытаться делать то, о котором никто не думал. В какой-то мере, если бы национальное объединение пришло на первое место, может быть, Макрону было бы как-то удобно иметь примером человека из этой партии, потому Мгм. что там было очень как-то много разговоров об этом, потому что он мог бы как-то показывать до президентских выборов, что они на самом деле ничего не могут делать. То есть это значит, что он нас осудил на 3 года, осудил бы в этом случае на 3 года конфликтов и бездействия. А здесь, в этом контексте, мне так не кажется, и особенно я не вижу человека в партии Марин Ле Пен, который согласился бы войти в правительство с Макроном. И поэтому, значит, вряд ли будет такой вариант. Мгм. Сесиль, не могу не сказать, что у вас, конечно, фантастический русский. М. Просто я никого не знаю во Франции из французов, не бывших наших, а французов, кто говорил бы по-русски так, как говорите вы. Это, конечно, фантастика. Спасибо. Андрей Мовчан, не могу вас не спросить, прежде чем завершу эту передачу, как вы себя сейчас чувствуете в Великобритании? Вот вообще как выходцы из России, переехавшие в Великобританию, чувствуют себя, там сейчас себя чувствуют? Уверен, что мой русский вы не похвалите. Но тем не менее. Но почему? Вы же говорите, ну это же все-таки родной ваш язык. Я А Сесиль я Месье, смеюсь. между прочим, родилась, выросла и училась во Франции, пишет много о России, написала несколько замечательных книг, и, конечно, ее русский меня поражает. Я присоединяюсь к вашим комплиментам. Я шучу, Мгм. естественно. Понятно, что я говорю по-русски, как на родном языке в любом случае. По поводу Великобритании, ну как, я себя ощущаю комфортно, да, настолько, насколько я понимаю, что рая на земле нет, Великобритания не рай. У страны много своих проблем, проблемы эти как-то будут решаться. Многие и британцев, кстати говоря, и не британцев, достаточно обеспокоены изменениями налогообложения, которые фактически отменяют льготный режим для non-домицилий. Это что это Изменение, такое? ну, non-домицилии это приезжие, это понаехавшие. А, Значит, понаехавшие, так. да, раньше в Великобритании, как в общем и в большинстве стран Европы, был специальный налоговый режим для понаехавших, что позволяло понаехавшим понаезжать и привозить с собой деньги, создавать рабочие места, вкладывать капиталы и так далее. Сейчас, перед уходом от власти, консерваторы объявили, что они этот режим хотят убрать. Лейбористы это поддерживают, они тоже хотят убрать, и Великобритания неожиданно становится в этом смысле хуже, чем та же Италия, например, да, и многие другие страны. И похоже, что это будет стоить британцам сотни тысяч рабочих мест и достаточно больших инвестиций и достаточно больших налогов, потому что понаехавшие при льготном налоговом режиме в среднем в Великобритании платили в 13 раз больше, чем средний британец налогов. Вот. И вот это действительно вызывает беспокойство, в том числе потому, что я сам понаехавший, для меня это мой вопрос тоже. Вот. Но в остальном, в общем, эта страна, она достаточно давно существует и достаточно давно стабильна, чтобы беспокоиться за ее стабильность в будущем. Кроме того, у нас не жарко, в отличие от других мест в мире, у нас плюс 17, и это просто какое-то блаженство.
Вот, так что нет, у нас здесь все хорошо, спасибо. А скажите, пожалуйста, вот когда-то, когда я приезжала в Лондон, прежде всего как журналист, то мне показывали, вот меня водили, например, там по Кенсингтону и говорили, вот, значит, здесь такой «Газпромец», здесь ВТБ и так далее. То есть было огромное количество собственности, недвижимости у различных властных людей, людей из государственных компаний. Насколько я понимаю, сейчас они оттуда, они перестали быть понаехавшими, они вынуждены были вернуться обратно, насколько я понимаю, в Россию. Скажите, это действительно так, что многие из тех, из чиновников, кто владел собственностью, уехали из Великобритании? Второй мой вопрос: а когда вы говорите, что вы из России, в ответ, так сказать, поджимают губы или нет? Вы не чувствуете на себе ответственность за то, что Россия творит в Украине? Ну, на первый вопрос мне достаточно сложно ответить, потому что я никогда не делал соцопросов и никогда не выяснял, сколько именно людей из «Газпрома» жило и сколько осталось. Да достаточно было прийти в какой-нибудь там мясной магазин, мясной ресторан, который говорил совершенно по-русски. Вы Так себе не представляете, в Лондоне 500 тысяч русскоговорящих людей из бывшего СНГ и из Восточной Европы. И эти рестораны продолжают говорить по-русски. Ничего в этом смысле не изменилось абсолютно. В Лондоне есть новообразованные клубы, в которых в основном русские, и объединения русских, они собираются, встречаются. Лондонская повестка очень по-русски говорит, и очень много попечителей самых больших культурных объектов русскоязычные, и очень много организуется мероприятий русскоязычными и так далее. Да? То есть русскоязычные заняли такую же нишу, как, скажем, там индусы, иранцы, да, как другие лондонские пришлые меньшинства. Я знаю много людей, которые уехали, и не обязательно это газпромовцы, уехали самые разные люди по самым разным причинам. Я знаю очень много людей, которые, наоборот, приехали после начала войны и остались, и не собираются ехать обратно, и так далее. Я последний раз в русском посольстве был, когда отказывался от гражданства где-то 1,5 года назад, и в соседнее окошко со мной стояла большая очередь людей за получением новых российских паспортов. То есть связи с Россией сохраняются, и люди взаимодействуют, и как бы ничего для них особенного не происходит. Что касается, что происходит, когда я говорю, что я из России, смотря где. В обществе ничего не происходит вообще, это никого не волнует, хоть ты из России, хоть ты откуда угодно, хоть ты с Марса. Здесь люди очень спокойно относятся к людям откуда угодно, потому что, как правило, если ты приехал из страны, у которой есть проблема, скорее всего, ты оппозиция, скорее всего, ты не представитель этой страны. Там, на митингах, например, произраильских присутствовало огромное количество иранских флагов каждый раз, когда они здесь проходили в Лондоне, потому что иранцы Лондона – это те, кто в оппозиции к режиму в Иране. Вот, то есть в этом отношении не вижу никаких проблем. Что касается финансовой сферы, то здесь проблемы есть, но они не столько в связи с Россией, сколько в связи вообще с безумием комплаенс в последнее время. Там все проверяется, все перепроверяется. Гражданства у меня российского нет, но тем не менее у меня написано Москва в качестве города, где я родился, поэтому меня проверяют там лишний раз. Но мне не закрыли ни одного счета, мне не запретили ни одной операции, у меня не было никаких проблем. Самая большая моя проблема была, кстати говоря, и единственная, пожалуй, большая проблема, когда я покупал дом, ко мне неожиданно пришли и сказали: мы вам ничего не можем продать, мы не имеем права, потому что вы politically exposed person, потому что вы политический деятель. Я сказал: бог с вами, какой я политический деятель? Вы что, хотите сказать, что я на Кремль работаю? На что мне сказали: нет, какой Кремль? Что вы же работали на Карнеге, значит, вы американский политический деятель. А я действительно был руководителем экономической программы Carnegie Foundation. Вот, то есть американцы создали мне значительно больше проблем в Лондоне, чем русские. И как вы это решили? Ну, я объяснил им, что Карнеги не политическая организация, как-то наорал на них, да, и в общем они в итоге согласились, что дом продать можно. Но Что вот, Карнеги был мафиози, а совсем даже не политиком, да? Вот как-то да. Вот так вот. Ну что ж, спасибо вам большое. Я хочу еще раз поблагодарить профессора Сесиль Весье, которая с нами была из Парижа, и инвестиционного банкира, финансиста Андрея Мовчана, который был с нами из Великобритании, не знаю, из Лондона или нет, из Лондона, за участие в этой передаче. Мы начали с сегодняшней трагедии, прежде всего с того, что 6 лет
получила поэтесса Женя Беркович и драматург Светлана Петричук получили за слово, за то, что они написали потрясающую пьесу, которая шла в России, была отмечена всяческими наградами. Сегодня же трагедия произошла в Киеве, где российская ракета, как утверждает Служба безопасности Украины, попала в детскую больницу. Но главной темой передачи была выборы, которые прошли прежде всего во Франции и Великобритании, и исход которых, особенно во Франции, оказался вполне неожидан. На этом все. До свидания. Спасибо. Услышимся через неделю. Пока. Спасибо. Спасибо вам.